Занятие 8. Прошлое якоря. Собственно, что такое якоря? Да, предположим, вы, красивая там яхта такая вся из себя. По большому счету, какая разница, каким образом, по каким причинам вы привязаны к берегу? Да какая разница? Если вы привязаны к берегу каким-то якорем, то вы дальше никуда не идете, никуда не плывете. Да? И нам с этими якорями, все, которые там были, но в основном что-то делали, не получилось, там, на себя обиделись, на кого-то обиделись. Вот оно живет, грызет, угнетает и не позволяет идти вперед. Да? Там проблемки мы сами перечислим, рассмотрим. Но в целом якоря – это то, что лишает жажды, да? Мне нужны новые возможности, мне нужны цели, мне нужна классная жизнь там, и так далее, высокие состояния. Вот оно лишает этой жажды и самих действий идти к той или иной классной цели. У человека этот огонь гаснет. Если говорить о людях успешных, одно из них свойств – их неудачи не останавливают. Человек обыкновенный, ну, неважно, в личной жизни, что-то пропробовал, не получилось, все, наколка, нет жизни, счастья, ставлю крест на личной жизни. Попробовал бизнес, прогорел, все, бизнес не для меня, эта сфера закрыта. Пошел в спортзал, но что-то не получилось, все, спорт не для меня. И вот это вот такое слабенькое и наивное существо, оно лишено перспектив. Да, для достижения успеха человек должен обладать иммунитетом к различным неудачам. Да, или там много раз мы говорили, о чем говорят умные люди. Да, если ты идешь к какой-то цели, ты должен быть готов к чему. Выходишь, жизнь тебя отправляет в нокаут, ты встаешь и идешь дальше. Да, и это норма, что жизнь тебя будет бить. Это норма, да, если ты идешь к какой-то цели. Ты идешь к какой-то цели, значит, ты вступаешь в борьбу, да, с силами, с людьми, которые эти цели защищают или идут к этим же целям, или у них свои планы. Да, это борьба. Да? Поэтому якоря – это все, что гасит огонь и сдерживает человека. Что нужно? Да, вот какие решения нам необходимо принять? Первое. Должна быть персональная ответственность. Вот вы что хотите, чтобы у вашего красивого лайнера было 1000 якорей, или 100 якорей, или 10. В принципе, достаточно одного, чтобы он никуда не плыл. Достаточно одного. И он никуда не плывет. Он на приколе, да, на привязи. Поэтому ответственность. Все должно быть чисто. В душе не должно быть боли. Не должно быть причин, которые человека держат. Да, говорят, не получится, все бесполезно. Все это без толку. Все это работает против человека. Второе – это понимание. Да, вот почему человек там обиделся, потерпел неудачу или еще что-то. Ну, человек примитивный, он обижается на кого-то. Если человек, он как бы нормальный, адекватный, там, тем более духовный, эзотеричный, он понимает, все подчинено своим законам. Почему у тебя не получилось? Ну, потому что ты был к этой ситуации не готов. Почему тебя подвели люди? Ты ошибся в оценках, в расчетах. Когда человек начинает брать ответственность на себя, он видит, что он сделал не так, и он понимает, что нужно будет сделать по-другому. Да? Поэтому необходимо, чтобы человек все-таки был рациональным. Да? Нужна ли тебе боль, обида, там, гнев, страх? Нет, не надо. А для того, чтобы с этим попрощаться, нужно смотреть внутрь себя, что мне нужно в себе изменить, чтобы я перестал бояться, обижаться, там, ненавидеть и все остальное прочее. Если это живет человек, это ему двойка, не окружающему миру. Да, потому что так внутренний мир – это же ваша ответственность, судьба – это же ваша ответственность. Будущее, которое вы себе готовите своими решениями, своими поступками – это ваша ответственность. Да, конечно, когда хочется нос повесить и лапки склеить, то нужно найти, на кого обижаться, на кого переложить свою ответственность. Тогда можно не думать, не делать, да, не изменять себя к лучшему. Все, что мы с вами рассмотрим сегодня, два направления. Одно – это негативные реакции, направленные на себя. Второе – это негативные реакции, направленные вовне. Да, еще раз повторюсь.
Правильная задача для духовного развития — негативных реакций не должно быть вообще внутренних, да, потому что они держат за горло и лишают света. На себя. В основном первопричина — это что? Неудачи и вследствие этого боль, которую человек испытал. Да, вот. Что-то не получилось, там как бы подробности и больно. И они вырастают в неверие в себя, там, в ничтожество, в разочарование, в страхе. Я не хочу больше эту боль испытывать. В страхе чего угодно, в страхе ошибок. Вот попробовал, не получилось, и я боюсь еще раз попробовать. Ну все, ты в колее навсегда, пока ты не отменишь эту программу. Да? Все это должно быть заменено. Не получилось вчера, почему? Ну, ты был слабее, менее подготовлен. И если запускается программа роста ума, роста силы, как бы других показателей, то, что вчера было невозможно, сегодня становится доступным. А то, что недоступно сегодня, будет доступно завтра и послезавтра. Если человек растет, то меняются обстоятельства, меняется он, меняются обстоятельства, и зона возможностей постоянно расширяется. Но над этим нужно работать. Поэтому есть к себе, да, различные негативные реакции. Да, есть реакции вовне, да, то есть там в силу каких-то причин, неважно, человека там подвели, там еще что-то, и у него возникает что-то, обиды, да, непрощение, в том числе, почему обиды держатся. Не может человек прощать. Да, он считает, что ужасно, несправедливо, злодейски. Но нужно посмотреть с другой стороны, да, на ситуацию. А как мир выглядит глазами другого человека? А что по этому поводу думает карма? А что по этому поводу говорят духовные законы? Поэтому непрощение. Дальше. Разочарование. Я разочаровался в людях. А что ты разочаровался? Ты или переоценил человека, да, понадеялся на что-то, то, что не имело под собой оснований. Причем здесь человек? Он каким был, таким и остался. Да, лжец лжет, ненадежный, он подводит. А как по-другому? Да, это собственные оценки. Насколько человек правильно разбирается в людях, да, насколько он понимает надежность, насколько он оценивает профессионализм. Это вопрос к себе. Вы начинаете предъявлять счет себе, вы можете все исправить. А когда вы обвиняете других, ну, это рыть себе яму. Ничего ж не изменится. Люди лучше не станут. Поэтому разочарование, закрытость как следствие. Людям доверять нельзя. Но тоже глупейшее утверждение. Многим доверять нельзя. Есть те, кому доверять можно и нужно. И нужно ставить цель, чтобы люди такие были в своем окружении. И нужно ставить цель заслужить их доверие. А когда человек машина по производству претензий, ну что из этого получится? Да ничего хорошего не получится. Это ж приговор. Да, поэтому не должно быть негатива внутри. Дальше там отказы от целей, да, попробовал, не получилось. Тоже с этим нужно прощаться. Ну и прочее список. Отсутствие стоит в чем? Не должно не остаться ни одного якоря.